Да-да-да-дам, народ! Продолжаем прохождение Rover Mechanics Simulator. Скачать можно в Steam, ссылочку оставлю в описании. Ставим лайкосик, подписываемся на каналчик, не забываем колокольчик, вы и так все знаете, но я просто вам хотел об этом напомнить. И что? И погнали со мной в игру? У нас, напомню, на повестке дня нас сегодня будет марсоход Spirit. Подбегаем к компу. Нет, сначала не к компу. Где наша музыка? Почему нет музыки? Без музыки не кайфовенько все это делать. А теперь компу. Отпечаток пальца detected. Терминал нам, может быть, еще и понадобится. Напомню, он нужен был для установки пинг-понга. А, крана нет, крана нет. Почему нет крана? Странно. А, так потому что мы не взяли задание. Задание у нас ровер марсоход Spirit. По предварительному анализу у него отъехал двигатель RE25. Это прям ценная информация. И читаем, что нам о нем говорят. Время для игрушки побольше. Ну то есть он будет больше, чем тот малыш, который мы ремонтировали. Так как ты уже знаком с кинематической схемой Rocker Boджи, то ты подходящий человек для решения этой проблемы. В этот раз мы даем тебе Спирита. Этот марсоход сложнее, чем Sojourner. Так как подвеска одинаковая в общем и целом, то это не составит труда. Этот марсоход ранее был проверен и кажется, что нужно починить задний двигатель. Однако я не помню, какой из них. Да. Вот такая вот нам задача предлагается, но те, кто его осмотрел, почему-то не помнят, в каком из двигателей RE25 проблема. Сейчас мы с этим совсем разберемся. Кран. Все начинается с погруза-разгрузочных работ. О, так и ящичек-то этот поболее уже, да? Я так вижу, что да. Что, переборщил, что ли? Ну да. Захват у нас магнитный. И все это дело в ящичке отправляем на наш ремонтный стол. Погнали посмотрим, что случилось с марсоходом Spirit. Вот какой-то он вот такой. С разных сторон, и нам нужно отыскать двигатель RE25, насколько я помню. Для этого включаем наш поисковичок и смотрим, где же он может находиться. Это явно не он. Вот какой-то двигатель. Так это. Если он говорил, что с подвеской вы уже знакомы, то может быть это у нас двигатель колесика. Вот 100% так и есть. Обследуем наши колесики. Они немножко уже другие. Ну, чё б сразу не сказать, какой из них сейчас еще. А вот, наверное, раз оранжевый, то, скорее всего, проблема в нем. Два оранжевых. Чтоб можно было бы сразу понять, какой конкретно-то двигатель. Ну, надо с чего-то начинать. Предлагаю вот это. Не знаю наперед, правильно или нет. Но, как говорится, будем пробовать. Почему ничего не откручивается? Потому что выбран плюсик, а не минус. Посмотрим, заглянем вовнутрь этого колесика. Во-первых, убедимся, что это действительно здесь двигатель
РЕ-25. А во-вторых, есть шанс, что именно в этом колесе находится неисправный подшипник колеса. Подшипник колеса. Придется, наверное, копнуть глубже. 4 винта. И что мы видим? Да. Оу, с первого раза. Хотя бы на этом не будем время терять. Осталось ресурсов 3%. Ну, я вот насколько вижу, он и на вид-то не очень выглядит. Наборы. Тут нам рассказывают про то, что нужно, наверное, нам бежать к верстаку. Да, можно использовать верстак. Погнали, используем. Раз можно, почему бы не использовать. Заодно посмотрим, как это все дело работает. Ремонт. Наш тот самый двигатель. Значит, изначально предлагаю обследовать. Крышечки плоховато, но не совсем. 68% у крышечки еще ресурса как бы имеется. Поэтому разбираем дальше. Что же мы увидим под крышечкой? Вот что-то уже красненькое видно. А ну-ка мы это все дело как обследуем. О, щетки. 3% осталось. То есть щетки наши износились. В принципе, это распространенная проблема для любого электродвигателя. Собственно, давайте мы их поменяем. Почему нет? Так, одна у нас есть. То есть, что значит? В отличие от вот ремонта первой, который был серией, там просто напечатать и поменять. Здесь вот можно еще каждую снятую деталь разобрать и поменять деталь уже, как говорится, в детали. Щетки. Нам нужны щетки. Брать их, кроме как в принтере, на Марсе негде. Щетки не завезли с прошлым транспортным грузом. Поэтому отправляем 2 щетки на печать. Процесс пошел. 3D принтер запущен. Ну тут, конечно, вот так если прикинуть, здесь очень много деталей. Детали все разные. И какая-то тарелка. И вот у нас РМА. И я уверен, она еще состоит из множества деталей. Вот. В общем-то, очень даже интересно, что там будет дальше. Что нам придется разбирать. И не зря здесь есть вот такой еще стол. Мы будем ремонтировать и печатные платы. Здесь есть какие-то приборы. Ну, в принципе, я думаю, все, что нужно, есть. Что вот это? Это подъемник. Вот так вот можно. То есть, помимо того, что мы сверху, вот у нас обзор, скорее всего, еще так же, как ремонтируют машины на подъемнике, там глушитель меняют, да? Но у марсохода вряд ли есть глушитель. Ну, если есть и нужен будет, мы его напечатаем на принтере. Я в этом уверен. И еще знаете, что я хотел? Я хотел избавиться от вот этих изношенных деталюшек. Между прочим, нам за них еще дают и ресурсы. Да и щетки сразу туда же. Че их держать? Вот так эта штука работает. Забираем второй контейнер. И погнали менять. Делаем ремонт. Переключаемся в режим сборочка. Двигатель. Ставим. Стоп. Что-то я поторопился. Нам же нужно щетки-то поставить на место. Верстак сейчас будет верстать у нас. Да-да-да-да-да. Что мы и делаем. Одна.
на месте. И вторая тоже отправляется на свое законное место, и винтиком мы ее прикручиваем. И, по-моему, там еще была крышечка. Крышечку обязательно, чтобы не попадал марсианский грунт, не засорял нам наш движочек, который колесико-то крутит. Вот мы и на месте. Ставим двигатель. Мы его взбодрили, оживили. Подшипничек. И все это дело заново завинчиваем. Колесо. И тоже винтики. Все на своих местах должно быть. Теперь нам нужно этот ровер прошить. Где тут прошивальщик? Чпеньки его. И к программатору и опять нам предстоит эта вот головоломочка. Так, сильно можно не заморачиваться, нужно быть проще. Построим сначала цепочку из элементов. Как-то так. Два еще у нас заворота. И видим, цепь-то в принципе построена, но целевое напряжение у нас 4. Окей. Что мы по этому поводу предпринять должны? Единичка, это будет у нас 5. И на красненькую мы поставим -1. Все здорово, все отличненько. Не то, что в прошлый раз, кстати, да. Даже стыдно немножко. Ну да ладно. Сильно я там перемудрил. В принципе, все. Убеждаемся, что задания, да, у нас выполнены. И недостающих частей нет, значит, мы ничего не забыли. Мы плохие, видимо, ремонтники. У хорошего ремонтника всегда остаются какие-то неиспользованные деталюшки. Ну, у нас они были, это 2 щетки, и мы их переработали. Завершаем заказ. Все здорово. На ранг выше. Поздравляем, вы достаточно опытны для повышения. Каждый раз, когда вас повышают, вы получаете очки умения. Это все дело называется. Вы можете потратить свои очки во вкладке улучшений. Можно, в принципе, заглянуть в эту вкладку. О, Спирит-то мы починили. А следующий будет уже Apart Unity. Посмотрим, что творится у нас в улучшениях. Вот здесь есть разные ветки: техник, экономист и аналитик. И, соответственно, вот эти очки можно куда-нибудь потратить на навыки. Развитие в игре прикрутили, экономику прикрутили, быстрый демонтаж. Я предлагаю наш один вот этот балл потратить именно на это умение. Ранг 1 из 3, то есть они каждая прокачивается по 3. И у нас время сокращается, необходимое для снятия детали. Вот. В принципе, что я могу сказать? Очередной ровер мы починили. Фиксики из нас замечательные. В следующей серии будем чинить, соответственно, Apart Unity. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте оповещения, чтобы не пропустить какой-нибудь очередной ремонт.